Высадка десанта НАТО в Литве у границ с Белоруссией и прибытие грузовых самолетов Альянса в Латвию. Что происходит в небе над странами Балтии и кто обвинил Россию в слежке за немецкими войсками? Тактическая победа Путина. Западная пресса разбирает на атомы заявления сторон после переговоров в Турции. Аналитики считают, Кремль по-прежнему требует капитуляции Украины. Мы собрали реакцию на стамбульские переговоры. Кто возмущен и кто счастлив? Коррупция и нехватка времени и еще с десяток причин привели к большим потерям. Украина потеряла около $1 миллиарда при покупке оружия для войны. Детали громкого расследования от Financial Times. Куда ушли миллионы? ФСБ России закрывает границу для борца с коррупцией из Казахстана, а Казахстан говорит еще об одном событии. Ветеран Второй мировой умер после того, как его сбила 9-летняя девочка в Петропавловске. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Высадка десанта НАТО у границ с Белоруссией в небе над латвийским Даугавпилсом. Всего в нескольких десятках километров от границы с Белоруссией развернулась воздушно-десантная операция Североатлантического альянса. Все это в рамках учений блока, которые призваны стать наглядной демонстрацией, что альянс готов защищать восточный фланг не на словах, а в воздухе. В небе ревели испанские А-400М, с которых массово высаживались десантники и сбрасывались военные грузы. Маневры прошли настолько близко к Беларуси, что, как говорится, видно без бинокля. Командир 3-й бригады Нацгвардии Латвии Визулис недвусмысленно обозначил посыл. Эту землю будут защищать не только латвийские солдаты, но и солдаты НАТО, даже если они находятся за тысячи километров. В программе учений, которые сейчас проводит НАТО, 5 почти одновременных десантных операций, молниеносная доставка ракетных систем и тренировки на случай самых острых сценариев. Мы находимся на восточной границе. Мы на границе с нашими недружественными соседями. Эти учения — это и наша уверенность, и наше послание нашей собственной общественности, сообществу НАТО и нашим соседям. Мы готовы защищать нашу землю, и эту землю будут защищать не только латвийские солдаты, но и солдаты НАТО, которые находятся довольно далеко. Натовские птицы были замечены и над Вильнюсом. В пятницу вечером жители литовской столицы обратили внимание на непривычно активное движение в небе. Около 17 часов в столичном аэропорту начали один за другим садиться крупные военные самолеты НАТО. Люди снимали происходящее на видео и задавались вопросом, что происходит. Как выяснилось, в Вильнюс прибыли 3 транспортных самолета ВВС США. Они прилетели с военной базы Шпангдалем в Германии. Перед посадкой они некоторое время кружили в небе. Часом позже приземлились еще несколько самолетов. Опять же, такое движение в небе связано с масштабными военными учениями, которые проходят и в Литве на протяжении этого месяца. В них участвуют около 8 тысяч солдат из стран НАТО и 700 единиц техники. При этом издание «Шпигель» пишет, что российский самолет-шпион замечен недалеко от зоны проведения воздушных учений, которые также проводятся в Литве. А в Литве, как известно, находятся и немецкие войска. Авторы материала со ссылкой на военных пишут, что РФ внимательно следит за действиями Бундесвера. В частности, на прошлой неделе в приграничном воздушном пространстве Беларуси и был замечен тот самый самолет-разведчик. Военные альянса уточнили, что после обнаружения его в небе подразделения НАТО немедленно перешли на зашифрованную связь. Такие действия в Вильнюсе считают подтверждением реальной угрозы для Литвы. Кроме того, Шпигель пишет, что учения, в которых участвовали немецкие вертолеты, вероятно, отслеживались российской стороной с помощью дрона. Такой вывод делает служба военной контрразведки Германии. Служба уже давно предупреждает, что немецкая бригада в Литве находится в центре внимания российских спецслужб. Для усиления защиты военная контрразведка Германии планирует расширить свое присутствие на месте. Новое федеральное правительство также намерено в этом году инициировать закон, который упростит сотрудничество и обмен информацией между МАДО и немецкой внешней разведкой в Литве. Напомню, что немецкая бригада в Литве должна быть полностью готова к боевым действиям к 2027 году. По прогнозам западных разведок, война между РФ и НАТО практически неизбежна и может произойти в течение ближайших 5 лет. В России неоднократно подчеркивали, что нападать ни на кого не собираются. Кроме того, напомню, что последние военные учения НАТО этой весной закончились потерей для сил Альянса. В Литве, недалеко от границы с Белоруссией, в болоте утонула бронированная машина с 4 американскими военными. Они погибли.
И перейдем к главному. Мир обсуждает результаты переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Западная пресса уже дает прогнозы. Переговоры не продвинутся вперед, если Путин по-прежнему будет требовать капитуляции Украины. С таким заголовком вышло издание The Time. В то же время New York Times считает, что встреча украинской и российской делегации и результат, который был достигнут, стал тактической победой Путина. Давайте послушаем. Но сама встреча стала тактической победой для Путина, которому удалось начать переговоры без предварительного согласия на прекращение огня на поле боя, чего требовали Украина и почти все ее западные союзники в качестве условия для переговоров. И Путин, и Зеленский в последние дни стремились показать, что реагируют на требования Вашингтона о прямых переговорах. Со вчерашнего вечера, как заявляют в Украине, началась работа по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, и Киев и Москва начинают работать над списками военнопленных, которые уже скоро станут свободными. Обмен произойдет по формуле 1000 на 1000. Если нам удалось договориться об обмене 1000 на 1000, мы считаем, что это уже стоило того, потому что мы сделаем счастливыми, на наш взгляд, 1000 украинских семей. И это уже стоило того, мы считаем. Это большое достижение украинской делегации. Представители Киева говорят, что вторым приоритетом был договор о прекращении огня. Здесь никаких четких соглашений не было, лишь обмен мнениями и продолжение работы. А уже после Украина хочет, чтобы произошла встреча Зеленского и Путина. Замглавы украинского МИДа Кислица говорит, что оказывать давление на Россию надо и дальше, но при этом многие вопросы могут быть решены, если произойдет встреча лидеров. Это была цитата. Учитывая природу Российской Федерации, где практически каждый вопрос, который стоит на повестке дня, может быть решен только президентом Путиным, мы с нетерпением ждем саммита как можно скорее. Зеленский, который из Турции улетел в Албанию, находясь там, заявил, что Путин боится с ним встречаться лично, а переговоры в Стамбуле превратил в постановочный и пустой процесс. При этом российской делегации переговоры понравились. Помощник Путина, который был главой делегации, Мединский, заявил, что запрос Киева о встрече с Путиным принят. Кроме того, по его словам, стороны должны в ближайшее время представить друг другу свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях и на бумаге. При этом Мединский говорил о том, что для Москвы означали возобновившиеся переговоры в Турции. Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля. И как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину. И после этого, следующий этап договоренности был уже в Стамбуле. Он был несколько более жестким по отношению к реалиям на земле, чем то, что предлагалось в Гомеле. Но, к сожалению, большой стамбульский процесс тоже был сорван уже из-за вмешательства, прямого вмешательства Запада. В сети при этом активно обсуждают то, что происходило в комнате переговоров. По данным журналиста The Economist Оливера Кэрролла, Мединский задавал вопрос украинской стороне, как долго Киев может воевать. При этом уточнял, что Москва готова воевать еще год, два, три и столько, сколько потребуется. А далее цитата: «Мы воевали со Швецией 21 год». Кэрролл задается вопросом: интересно, как дальше на все события в Турции отреагирует Трамп? Американский президент, как хамелеон, фактически всегда меняет свою позицию по России и Украине. Постоянно остается лишь его фраза, которую мы уже с вами выучили. Если бы он был президентом, то этой войны не произошло бы. Сегодня произошло возмутительное событие. Откровенная, хоть и ожидаемая агрессия со стороны Кремля. Главный вопрос остается открытым. Как Трамп отреагирует и скорректирует свою позицию? Сохранять статус-кво недопустимо. Он мог бы просто отстраниться, но это будет непросто. Попытаться навязать Украине мир неясно, есть ли у него для этого рычаги. Усилить давление на Путина – это наименее желаемый для него вариант. И теперь о реакции Запада на переговоры в Турции. Туск, Стармер, Макрон и Зеленский, как и на прошлой неделе, вновь встретились вместе, вновь проводили переговоры, а после звонили Трампу. Британский премьер Стармер говорит, что действия Москвы ему не нравятся. И позиция России явно неприемлема.
И это не впервые. В результате этой встречи с президентом Зеленским и обсуждения с президентом Трампом мы сейчас тесно координируем наши ответные действия и будем продолжать это делать. Макрон акцентировал внимание на том, что Путин проигнорировал ультиматум о прекращении огня и наплевал на призыв Трампа от 11 марта о перемирии на суше, на море и в воздухе. Мы только что провели обсуждение с президентом Трампом, чтобы, во-первых, согласиться, что неприемлемо, что Россия и президент Путин во второй раз не ответили на требования, выдвинутые американцами при поддержке Украины и европейцев. Нет прекращения огня, а значит, нет встречи на уровне принятия решений и нет ответа по прекращению огня. Польский премьер Туск дал свой прогноз. По его мнению, впереди тяжелые дни. Что именно имел в виду Туск, неясно. Российская сторона не проявила никакой доброй воли. Российская сторона не планировала вести переговоры в присутствии американской стороны. Российская сторона снова выдвинула условия, которые абсолютно неприемлемы не только для Украины, но и для всех нас. Мы будем продолжать работать вместе. Наша главная цель – сохранить полное единство между европейскими и американскими партнерами по украинскому вопросу. И эта цель остается актуальной. Должен признать, что позицию России трудно назвать конструктивной в каком-либо смысле. Вероятно, нас ждут очень тяжелые дни. Многие из вас под предыдущим выпуском были согласны с комментарием, в котором говорилось о том, что если на войне не воюют дети чиновников, то это не война, а бизнес. Другие же желали мира, а кто-то считает, что мир уже сошел с ума. Дайте оценку вчерашним событиям в Турции. Что вы думаете о возобновившихся переговорах? Дадут ли они результат? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Не забудьте подписаться на канал «Время Прядко» и нажать на колокольчик, чтобы не потеряться. Знаю, что многие из вас со мной ежедневно, но без подписки. И теперь только здесь мы можем быть с вами в контакте. Украина потеряла сотни миллионов долларов на неудачных оружейных сделках. Об этом говорится в масштабном расследовании Financial Times. Авторы материала уверены, что с начала большой войны с 2022 года Украина потеряла около 770 миллионов долларов во время покупки оружия и боеприпасов. Авторы материала пишут, что Киев, отчаянно нуждавшийся в вооружении для противостояния на 1000-километровом фронте, переводил крупные авансовые платежи иностранным посредникам, но в ряде случаев оружие либо не поставлялось, либо пребывала в непригодном состоянии. В материале описываются причины, по которым произошла такая потеря денег. Это и спешка, а также нехватка времени на проверку поставщиков. В условиях войны украинские власти приостановили стандартные процедуры закупок, чтобы оперативно обеспечить армию. Дефицит оружия и завышенные цены. Глобальный спрос на боеприпасы, особенно советского образца, привел к росту цен в 4 раза. Кроме того, для обхода геополитических ограничений Украина закупала оружие через посредников, что увеличивало риски и стоимость сделок. Сыграла и коррупция, и внутренние проблемы. В документах украинских правоохранительных органов, с которыми ознакомилась ФТ, утверждается, что в некоторых случаях высокопоставленные чиновники Министерства обороны Украины вступали в сговор с иностранными посредниками с целью использования этих контрактов для хищения государственных средств. Издание уточняет, что сейчас Украина пытается вернуть свои средства из карманов тех, кто сумел нажиться на ситуации, но сталкивается со сложностями, в частности с медленным реагированием со стороны США и ЕС на запросы о помощи в расследованиях. Друзья, как вы считаете, чего заслуживают коррупционеры, которые набивают свои карманы, в том числе, когда идет война? Понимаем, что такое происходит с двух сторон в контексте российско-украинской войны. Напишите свои варианты, о каком наказании может идти речь. Россия не впустила в страну, а точнее пожизненно закрыла свои границы для юриста и борца с коррупцией из Казахстана. О том, что такой запрет от ФСБ РФ существует, казахстанский юрист Смагулов узнал, когда пытался заехать в Россию. Говорит, что ехал на помощь своему товарищу. Наши пограничники на меня смотрели с удивлением. Не часто встречают тех, кому выставляют бессрочно. Да еще и ФСБ. Пользуясь случаем, провел для них бесплатную юридическую консультацию и ответил на вопросы по Гражданскому кодексу Республики Казахстан. Пресса Казахстана пишет, что Смагулов ранее был награжден Госдепартаментом США за вклад в борьбу с коррупцией. Издание Орда КС уточняет, что запрет на въезд казахстанскому активисту мог стать ответной реакцией на действия казахстанских правоохранительных органов. Ведь ранее российскому историку Андрею Грозину, известному своими резкими высказываниями, запретили въезд в Казахстан. Его имя могло оказаться в списке иностранных лиц, нежелательных в стране из-за недружественных заявлений.
Печальный финал легенды. В Казахстане обсуждают нелепую смерть ветерана Второй мировой войны. Он умер после того, как его сбила 9-летняя девочка. Событие произошло в Петропавловске. Василия Макиенко, героя войны, прожившего почти век, не стало накануне. Всего за пару недель до своего столетия он оказался в больнице с тяжелой травмой после того, как школьница случайно сбила его на улице. Мужчина гулял на улице и кормил птиц. На перекрестке двух улиц в него и влетела просто бегущая девочка. Пенсионер упал, получил двойной перелом таза и был госпитализирован. Девочка с места убежала, однако в дело, как говорят, вмешалась полиция. Всех свидетелей и участников нашли. Ветеран, находясь в больнице, нашел силы простить ребенка. Девочка пришла на следующий день с родителями, объяснила, что не заметила 99-летнего мужчину. Макиенко ответил просто: «Я тебя прощаю». Теперь по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи выясняют все обстоятельства. Друзья, спасибо вам за комментарии, за поддержку, лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.